северной окраины Албании и чем живет сегодня нетуристический город Скадар или Шкодер. Жуткие легенды о древнем замке Шкодера. Кто такая Разафа и стоит ли спускаться в подземелье? Албания – лучший гипермаркет Черногории. Почему многие черногорцы предпочитают переехать границу, чтобы закупить продукты? Великая мусульманская мечеть и памятник католической святой на одном перекрестке. Почувствуем атмосферу в центре города. Что стоящего можно привезти из Шкодера в качестве сувенира? Албанская проволочная ажурная филигрань. Приветствую, дорогие зрители! Мы открыли для себя Албанию, чем мы спешим с вами поделиться. Многие туристы начинают знакомство с этой страной, пересекая границу Черногории. Ну и мы также приехали с западной стороны. Въехали из Черногории в Албанию пограничники, которые раз торопили и даже не поставили нам отметки о выезде из страны и въезде. И первое ощущение, будто переместился лет на 30 назад, как будто в то радостное детство в социалистической республике. Немного неряшливая действительность, местами покосившиеся заборы, несуразные дома, но солнце, кукуруза на полях и изумрудного цвета река. Это глубоко провинциальная сегодня область вокруг города Шкодера, ближайшего к черногорской границе. Но до города еще 13 километров, а с холма на нас взирает суровая крепость с женским именем Разафа. Приехали к крепости в Скадаре. Это один из самых больших и хорошо сохранившихся замков во всей Албании. Пойдемте туда. Скользкий отполированный булыжник под ногами, каблук, который так любят для красоты надевать некоторые экскурсантки, здесь не пройдет. Крепость находится на высоте 130 метров над уровнем моря. И более 3 гектаров стены окружают. В основании этой крепости лежат стены, построенные еще в IV веке до нашей эры, когда иллирийские племена эти территории машем рукой тебе населяли. Туристам рассказывают жуткую легенду. У братьев, решивших построить крепость, ничего не клеилось, камни разваливались, и тогда они ничего умнее не придумали, как в качестве жертвы богам замуровать в стены жену младшего из строителей. Ее звали Разафой. Причем у Разафы было малое дитё, и ей сделали поблажку, замуровав так, чтобы она могла кормить своего ребенка. Судя по всему, после этого дело пошло у строителей. Кстати, легенда эта известна благодаря записям 1504 года. Подобные сказки существуют и про разные крепости в Европе. За островом недалеко уже черногорская территория и граница, которую сегодня мы прошли быстро. 3 яруса крепости построены в разные периоды: римского владычества, возвышения Венеции и Османской империи. О камне разрушенного сегодня собора слышали в разные времена в своих стенах и песнопение христианской службы, и призыв муллы с минарета. Скадарское озеро частью своей территории расположено на территории Албании, частью своей поверхности, а другой частью Черногории. Через реку Буна длиной в 41 километр осуществляется сток из озера в Адриатическое море. Трасса в сторону Тираны, столицы. По нижнему течению Буны проходит граница между Албанией и Черногорией. Крепость стоит в месте слияния с Буной рек Кири и Дрини. С противоположной стороны крепости хорошо видно, как Дрини петляет по равнине. На глаза попадает и мечеть со множеством куполов. Сверху даже интереснее. Ее называют свинцовая за материал крыши. Построена в 1773 году Мехмед Пашой Бушати. И это уникальный пример арабского архитектурного стиля в Албании. Свинцовая мечеть признана одним из 50 самых красивых мусульманских объектов мира. Сверху не видно, но вокруг те самые бункеры, которых при диктаторе Хадже в прошлом столетии настроили аж 700 тысяч по всей стране, по 1 на 4 жителя. Но это история для другого фильма. В верхней части крепости есть очень узкий спуск в неизвестность. Сама бы туда не полезла, но пример мне подала соотечественница, которая стала спускаться в это подземелье чуть ли не на каблуках. Мне стало стыдно. Действительно, за все уплачено, надо осмотреть каждую нору. И я ринулась
за ней. Еще есть проход? Там, да, еще глубже. По-видимому, это помещение, которое эксплуатировалось во время осады. Есть же женщины в русских селениях. Какая вы смелая. О, это пойдемте, тут вот. Да вы что? Такой грудь. В маленьких комнатах бойницы и отличный обзор окрестностей. Без фонарика я сразу набила себе шишку. Свод потолка очень низкий. Вот так спускаться в подземелье без каски. Отсюда хорошо виден проспект, который пересекает весь город насквозь. Пора ехать в сам Шкодер. Современные заборы тоже как оборонительные сооружения. Ближайшей границы с Черногорией город Шкодер. Не заметили, как добрались. Снимаю все подряд, так как первые впечатления самые яркие. На улицах бросается в глаза большое количество велосипедистов, которые и пенсионного возраста, и молодые. Много людей передвигается на велосипедах, и напоминает это Юго-Восточную Азию с его броуновским движением. Любовь к велосипедам у местных жителей началась в 1907 году. Тогда новинку продемонстрировал местным никто иной, как шведский консул. К этой любви располагает и тот факт, что все 8 километров длины и 4 километра ширины города находятся на равнине. Я пока ни одной девушки или женщины в кафе не увидела. А видите, зато все на велосипедах женщины в это время. Припарковали машину на обочине недалеко от центра. Пройдемся, впитаем дух города. И сразу будто на восточном базаре. Пойдет такое платье? Как ты думаешь? Конечно. Детский сад Как детей русалка. водить. Как русалка. Шкодер – 4-й по значимости город в Албании с населением около 140 тысяч человек. Так его называют иностранцы. А на албанском название города звучит как Скадар, созвучно с названием озера. По наиболее распространенной версии название происходит от латинского слова «скутарии», что означает «защитники». Такое впечатление, что сегодня все защитники заняты продажей обуви. Кроссовки тут как будто на развес продают. Кто же это все покупает? Ничего себе. С 2019 года месячный минимальный размер оплаты труда в Албании составляет 209 евро, если сконвертировать местную валюту в леки, и не облагается подоходным налогом. Далеко из центра виднеются минареты, а вот и сама мечеть Абу-Бекр. Построена она в 1995 году в османском стиле на средства саудовского шейха Абдуллы Аль-Замила. Центральный купол высотой 24 метра, а два минарета по 41 метру. После атеистического периода при Энвере Хаджи, когда за чтение молитвы сажали в тюрьму, в наши дни Албания – светское государство, в котором свобода вероисповедания провозглашена Конституцией. Порядка 60% верующих исповедуют ислам. Треть населения остаются атеистами. До 17 века местные жители в основном были христианами, а в период власти Османской империи турки увеличили ежегодный налог для христиан, а семей, которые принимали ислам, наоборот, освободили от его уплаты. Это и привело к массовому переходу в ислам. На уютной пешеходной улочке заглядываем в магазины. В Албанию из соседней Черногории с удовольствием едут туристы за шопингом. А можно секунду зайдем, там вроде что-то поприличнее. Считается, что цены тут существенно ниже. Бренды представленные в основном турецкие. Это фалос, видишь. Название хорошее. Ну вот, действительно увидели, что цены ниже черногорских. Детские шорты, футболка, 2 платья хорошего качества из хлопковой ткани обошлись нам в 12 евро в пересчете на евровалюту. Что ты купила, дорогая? Купила детям футболки, 2 платья и себе купила вот за 3 евро, если перевести леки на евро, вот такую рубашку, чтобы не сгорать, когда ходишь по горам. Недалеко от мечети туристы фотографируются у монумента. Католическая монахиня, причисленная к лику святых, лауреат Нобелевской премии мира. Жители Скадара, Шкодера гордятся тем фактом, что мать Тереза имеет отношение к их городу. В Албании даже есть один из главных национальных праздников, посвященный матери Терезе. Интересно, что Агнес Гонджи Баяджиу, такое ее настоящее имя, никогда в Албании не жила.
По национальности она была албанкой, но родилась и провела детство в Скопье в Македонии, а взрослую жизнь в Индии и в Калькутте, где стала правой рукой римского папы. Некоторые современные исследователи, критикующие неэффективность расходования средств фондами матери Терезы, задаются и таким вопросом. Почему после землетрясения в 1979 году ее фонды не откликнулись на просьбы и не оказали помощь в восстановлении разрушенных регионов на ее, уже, правда, социалистической родине, в Македонии? Такое мороженое ты хочешь съесть, Влада? Прямо возле мечети, в самом начале пешеходной улицы, расположился ювелирный магазин. Владеет им семья, в которой ювелирные традиции, работа с серебром сохраняются уже несколько поколений. Таких после эпохи социализма осталось в Шкодере всего 6. Хотя издревле город славился своими ювелирами, ведь рудники серебряные недалеко, на территории современного Косово. Самое интересное, что цена здесь за грамм. Не за изделие, Можешь а за грамм. посмотреть видео? В магазине многие изделия выполнены в самой распространенной технике албанской филиграни. Так что если хотите чего-то аутентичного, покупайте серебряные изделия с проволочной ажурной филигранью. В итоге куплен симпатичный браслет всего чуть больше 20 евро. Смотри, это что-то нереальное. Работа, прям кружево такое, да? Это что-то... Говорит мой... В 5 минутах езды от областного центра еще один сайт. Мост через реку Кири у деревушки Мес. 6 арок поддерживают мост с одной стороны, 7-я по центру. Привет, наш папа дорогой! И еще 6 арок дальше. Ныряем! Построил его в 1770 году оттаманский паша Кара Махмуд Бушати, чтобы соединить Шкодер с Приштиной. Проложен он на месте древнего пути, существовавшего еще во времена Римской империи. Очень живописно вокруг него. И, конечно, хочется искупаться в такую жару. Вода прозрачная. Мост 108 метров длиной и примерно 3,5 метра в ширину. Как хочется в жару окунуться в эту бирюзовую воду, но спускаясь, обнаруживаешь на берегу такие частые в восточном мире мусорные кучи, что и купаться можно раздумать. Но вода оставляет все плохие мысли позади. Одна из главных причин посещения Албании из Черногории – дешевые овощи и фрукты. Прилавки на центральном базаре в Шкодере заполняются товаром с 7:30 утра. Помидоры, перец можно купить примерно по 25-30 евроцентов в августе. Арбузы – 10 центов за килограмм. Орехи грецкие – 4 евро за килограмм. 4000. А евро это сколько? Не килограмм, который 3 евро. КГ. Русские везут отсюда оливки и оливковое масло. Цены на базарах в любое время года раза в 2, а то и в 3 отличаются от черногорских в выгодную сторону. Черешня 1 евро. Персики тоже 1 евро. Тут все по 1 евро. А в Черногории на границе 2 евро. А не на границе 3 евро. Черешня килограмм. Скадарские фермеры сделают скидку, сдачу дадут до копейки, еще и сверху лишних пару плодов положат, пучок укропа дадут или банку инжирного варенья вручат. Такие забытые после Черногории человеческие чувства возникают в ответ на эту бескорыстность и доброту. Интересное оформление. Пешеходная улица. Сверху оформлена гирляндами бабочек. Много видели, но бабочек еще не видели. Дети в восторге. Я немного знала об Албании, но представления у меня были совсем другими. Сейчас абсолютно открытые и честные люди, не испорченные туризмом и говорящие тебе, что ты переплатил, если лишнего. Албания страна. Пришел в аптеку. Деньги не хотят брать за лекарства. Говорят, да бесплатно забирать. Абсолютно современный, не чувствуется никакого здесь чрезмерного религиозного влияния, как кто-то пишет. Никакой нищеты здесь нет. Да, люди живут небогато, но не нищенствуют. Казалось бы, ничего особенного, но Албания нас покорила, и даже скорее сами албанцы своей душевностью и тем, как они отнеслись к нам, к русским. На этом откланяюсь.
Если понравилось, если узнали что-то новое, ставьте лайки. Если не видели еще об Италии, что мы наснимали, смотрите наши предыдущие видео. На этом всего доброго!